Всем доброго дня. Сегодня я хочу поднять тему матричных алгоритмов по датам. То есть дата вы уже, наверное, увидели в названии ролика. 22.02.2022 – это большой мощный матричный алгоритм. Мне задали вопрос, что по сети ходит такое, что, мол, 2 февраля намечается что-то грандиозное темными, и я начала пересматривать эту информацию, то есть я начала считывать тонкий план, и вышло, что 2 это как больше подготовка. И по большей степени по матричным всем алгоритмам сходится именно дата 22.02, то есть 22 февраля планируется что-то. Я не особо в курсе, как там происходит, что там происходит в эзотерических этих всех кругах, которые вы там смотрите. Намечается ли какой-то, может быть, что-то типа подобное, что было 21 декабря, с песнями, плясками, бубнами и прочим. В плане забрасывания удочки обывателям. Но в плане намерений часовщиков, которые держат эту матрицу, у меня очень четко нехорошие идут вещи. То есть, во-первых, сам алгоритм, он, если его вычислять по именно матричным структурам, он направлен на обнуление. Сейчас я немного объясню. Во-первых, хотела начать с хорошего, начала непонятно с чего. Во-первых, с хорошего. Давайте начнем. Я смотрела последний раз для тех, кто ждет новости с тонкого плана. Может, многие из вас заметили, что 2 где-то января, то есть, я говорила, что в декабре были большие нападения, а вот в конце декабря, также они не совсем закончились, то есть баталии продолжались, и где-то 3 января была очень большая заварушка на тонком плане, в том числе как раз-таки с теми самыми темными, которые прилетели, про которых я говорила. С ними была очень большая заварушка, можно сказать, войнушка даже, то есть длилась она несколько дней. И само мироздание мало в этом участвовало, но многие светлячки в этих военных баталиях побывали. Может быть, вы тоже побывали, видели какие-то отголоски, либо снов, либо еще чего-то. Но я на себе прям вообще просто супер эту войнушку всю почувствовала, потому что, опять же, мне посчастливилось или не посчастливилось принимать в ней прямое участие, так или иначе. Но заварушка была та еще. А заварушка была связана с тем, что темным полностью поставили запрет на то, чтобы они находились на этом мироздании. То есть под любыми соусами, под любыми предлогами, которые они хотели бы здесь как-то что-то быть, они нарушили договор определенный, который был у них, как бы это был как пакт о перемирии или что-то типа того, если так коротко, которые они заключили как раз-таки со светлыми силами, и которые давали им хоть какую-то возможность, пакт вот этот о том, чтобы они могли здесь как-то там пытаться перетягивать одеяло на себя. Так или иначе, у них есть запрет на нахождение здесь, на уровне создателя этого мироздания. Это не значит, опять же, могу сказать, что все подключки от вас там завтра отвалились или отвалились уже в январе, все мы победили и все такое. Далее, та картинка, которую вижу сейчас я перепроверяла, то есть, во-первых, что там, зачем там, как закончилась эта потасовка, потому что, естественно, темные, не те, наверное, кто выпускают как-то очень легко и просто из своих рук то, что они очень сильно хотят заполучить. Но, тем не менее, то есть последний раз я смотрела пару дней назад, мы
летим на огромной скорости, то есть, наше мироздание летит на огромной скорости, вверх поднимается, то есть я вам показывала, рисовала траекторию, да, что мы поднимаемся вверх, как бы в четвертое пространство, то есть летим в положительный плюс. И мы стремительно поднимаемся и набираем скорость. И также я видела, что по мере того, как мы поднимаемся, то есть по мере того, как мироздание поднимается наверх, лопаются тросы, тросы именно, которые натянули темные с нижних миров. Эгрегоры, эгрегориальные тросы вот эти, так или иначе, то есть они обрываются где-то что-то. И с мироздания, то есть с нашей параллели, в том числе, как знаете, такая шелуха, то есть отпадает по мере того, как оно летит, и на этой скорости от него вот потихоньку, то есть не сразу там бах, все отвалилось, но потихоньку отваливается какая-то вот эта шелуха, знаете, как грязь налипшая, которая сверху. И она начинает отслаиваться, отпадать, это все как бы процессы происходят эти. Я не знаю, насколько там, не могу сказать, что вот завтра все там стабилизируется, но тем не менее. И также о том, что ситуация критическая у темных, говорит и то, что замечено мной, и не только мной, что лярвы, то есть, энергетические структуры определенные, они начали размножаться, то есть они прям начали активно размножаться, и у них идет вот этот вот период просто какого-то непонятного, бешеного, быстрее, там надо размножиться, надо что-то сделать, то есть, у них такого не бывает, по сути, потому что тут момент того, то есть встает, что это, в принципе, их момент выживания вообще, потребность в этом размножении, да, как бы это как инстинкт выживания у них срабатывает, потому что, по сути, им не нужна конкуренция, поэтому момент того, что они плодятся, чахнут там и этого, то есть такое у них редко, а тут они прям вообще пытаются просто дико быстрее везде распространить там себя, распространить какие-то свои вот эти вот моменты с размножением и прочее. Возможно, как бы некоторые из вас почувствовали последние дни тоже нападения, тоже пытаются там что-то дико шара вообще подпихать какие-то контракты во сне, что-то там снится непонятное. И у меня были моменты того, что пытались там мне во сне всякую ерунду подпихнуть, но как бы я на это не ведусь. Опять же, если вы видите во сне моменты того, что вы падаете куда-то в воду, то есть вода, в воде там, я не знаю, все что угодно, там мутная вода какая-то, в ней может быть там крокодилы, пираньи, там, не знаю, акулы, там все что угодно, да, то есть, вы чувствуете, что в воде в этой находятся какие-то плохие, нехорошие, там рыбы, неважно, там еще что-то, что опасность, да, какая-то, то есть в этой воде. Это отражение того, что вы можете, как бы вас могут частично пытаться какие-то из тонких тел или что-то утянуть именно в пространство темных. Потому что пространство темных есть определенное, которое именно как водное. Оно именно как состоит из воды. То есть очень часто люди, которые вылетают из темных пространств, то есть они уже начинают видеть тонкий план, они вылетают из темного пространства, и для них это выглядит так, как будто они из-под толщи воды просто вынырнули и вылетели. То есть и это тоже, если у вас такая практика была, это значит, что вы вылетели из темного пространства, потому что темное пространство, оно водное. И я как-то, если вы читали там статью в Инстаграме, я рассказывала, в принципе, про это, про плотность их пространства и про вот это вот, что я видела, как наше мироздание выныривает, можно сказать, из воды.
Ну да ладно, мы отвлеклись. Так вот, я видела, что наше мироздание поднимается, наше мироздание стремительно летит вверх, даже несмотря на все их там потуги, еще что-то. То есть у них резервы просто... У меня идет такое образное считывание, что, как знаете, лампочки СОС такие горят, просто системы перегружены. Также перегружены системы матрицы. Для тех, кто там орал, что вот вы же сказали, что матрица ломается, а что же она не сломалась и все такое. Вы вообще представляете структуру матрицы? Ну, я как бы попыталась объяснить, да, и я сказала, что даже каждый человек, просто каждый человек крутит огромнейшее количество шестеренок. То есть эта матрица замешана не только на каких-то глобальных механизмах, но и на, извините меня, на каждого там человека из миллиардов, которые здесь живут, просто у него там куча алгоритмов наложено. И те, которые живут вне матрицы, это единицы, которые живут вне этих алгоритмов. Все остальные крутят эти сраные шестеренки. И вы думаете, что такая система, она просто взяла и разрушилась? Одно то, что там за один день, одно то, что в ней уже идут сбои, она начинает сыпаться, но сыпется она не так, что она бах и рассыпалась. Вы живете, я не знаю, либо вы какой-то максималисты какие-то вот, либо вы живете в каком-то мире иллюзий, где вам надо все и сразу. Так не бывает. Нигде так не бывает, чтобы было все и сразу. Матрица рушится, да, и это заметно. И те, кто чувствует матрицу, они чувствуют и ее перегрузку, и то, что у нее шестеренки начинают вот эти вот просто вставать и прочее. Но одна шестеренка из миллиардов, ну, ребята, как бы давайте смотреть трезво. Система, она рушится. Это классно, это здорово, но это не значит, что она бах и разрушилась. Такого я не говорила. И это процесс тоже определенный, потому что многие, там, миллиарды людей продолжают крутить эти шестеренки. И да, есть те, кто начинают эти шестеренки ломать. И это тоже классно и здорово. И алгоритмы, большие алгоритмы, то есть алгоритмы именно, которые влияют на весь мир, они начинают тоже перезагружаться и во многом не срабатывать так, как они должны работать. То есть система дает сбой, и это тоже очень хорошо. Так вот, возвращаясь к алгоритмам и вообще к теме, несмотря на то, что вот я сказала, что мы стремительно идем вверх, все хорошо, мы даже, получается, идем под определенной защитой, то есть я не видела последний раз, когда смотрела, не видела никаких темных кораблей, ничего такого, то есть мало того, у нас как бы есть у мироздания как сопровождение, да, которое следит за тем, чтобы никто ничего ни зачем там к нам не приближался, но часовщики, которые здесь еще внутри остались, то есть они хотят сделать саботаж. И, как я понимаю, вообще у них это заложено на уровне того, что они это давно уже планировали. То есть и дело не в саботаже по большей степени, а дело в их планах. И когда я начала считывать вот как раз-таки даты, да, давайте, и алгоритм вот этот вот смотреть по, во-первых, 2 февраля, а во-вторых, как бы по 22 февраля. Так вот, это как начало и начало запуска цикла, то есть начало подготовки к запуску цикла и запуск самого цикла. То есть 2 февраля я видела какие-то ритуалы не очень хорошие, ребята, не буду рассказывать серьезно, но они связаны с жертвоприношением. Вот, я видела вообще просто жесткач в этом плане. И эти ритуалы, они, как знаете, как грань миров истончают. То есть как будто граница определенная, она истончается и как брешь в пространстве идет. То есть с одной, с другой стороны образуется, ну, не типа портала что-то, а вот типа, как знаете, вот как
как какого-то зеркала или что-то такое, вот как зазеркалье, я бы сказала. То есть, что ты можешь взять и просунуть руку, вот как в последнем фильме «Матрица», вот так вот, или там до этого он в зеркала вот так вот просовывал руку, вот что-то типа того. Непонятная какая-то такая штука, что истончается грань миров. И создается, вот я бы даже больше сказала, что это создается как раз-таки точка, вот как я вам рассказывала, да, по типу кротовьей норы, которая делает фото-выход, но это не совсем портал, потому что полноценный портал, из него можно шагнуть, да, а здесь шагнуть нельзя, но как будто, вот знаете, как будто создается какой-то момент связи или что-то такое, вот, не знаю, как разговора по скайпу, да, что-то подобное, но с моментом определенного соприкосновения. И мне это не очень понравилось, потому что это как, знаете, как будто они дают небольшой доступ или что-то типа того. Хоть пройти они вроде как и не могут, темные, через такую ерунду, но какой-то момент не очень хорошего моего ощущения от этого есть. То есть что-то они, видимо, могут передать или как-то вот какие-то, может, энергии или что-то еще через подобные порталы. Это, во-первых, как бы это вот на второе я увидела. Я не знаю, может, они сейчас уже начинаются, потому что как бы тут идет какой-то момент того, что мне шло четко такое, типа новый мировой порядок, новый мировой порядок. Они готовятся к запуску нового мирового порядка. Вот эти вот четко в предложении фразы, то есть подготовка к запуску нового мирового порядка. Они это давно готовились, то есть эти ритуалы были подготовлены, еще что-то, то есть уже момент того, что они как бы типа ну, не официально, а то есть для себя там они запускают новый алгоритм. И этот момент, ребята, очень странным образом, причем вот я написала, причем тут андронный коллайдер, очень странным образом совпадает с запуском вот этой вот как раз-таки машины. И причем моменты того, что мне особо не нравится в этом во всем деле, это в том, что сами алгоритмы, вот эти вот двойки, которые идут, и там не только двойки, там еще и другие намешаны определенные знаки в этот день, они складывают алгоритм того, что будет как бы отражение прошлого в будущее. Но самое, что вот мне не нравится в этом во всем еще раз, то, что помимо запуска вот этого алгоритма, в свое время я смотрела андронный коллайдер. Что это за агрегат такой? И вообще, что он из себя представляет. И я видела, что при помощи вот этого коллайдера, то есть в свое время пытались создать что-то типа подпространства. Я не знаю, насколько вы понимаете в пространственной физике, то есть и можете себе это представить, но это как, знаете, они пытались создать что-то типа временной петли, то есть создать какое-то пространство, где просто закольцованность времени определенно идет. И то есть они хотели, можно сказать, таким образом помешать переходу нашего мироздания, то есть в другую плотность. И оттянуть время, дать себе больше времени. Вот этот у них был момент. И тут тоже вот момент того, что очень-очень похоже по тем алгоритмам, которые они пытаются запустить, то есть попытаются запустить 22 вот этого числа, 22 февраля, там идет именно момент того, что вот этот алгоритм, который заложен в этих числах, он идет очень похоже на действие этого коллайдера. И по всем вот этим новостям, которые сейчас идут про вот этот коллайдер, они его как раз-таки хотят запустить где-то типа конец февраля, начало марта. То есть, ну вот
вот этот временной промежуток, что в конце февраля будет запуск вот этого коллайдера. И это мне очень-очень сильно не нравится, потому что у меня идет по считыванию, опять же, образов, что вот эта дата, 22 февраля, она связана именно с запуском этого коллайдера. То есть они попытаются при помощи этого коллайдера создать какую-то штуку. То есть они либо это как-то отражение прошлого будет, либо они попытаются как-то мотануть время, да, либо создать попытаться создать вот такое очередное подпространство. То есть это подпространство, кстати, которое они пытались уже создать, тогда оно не сработало. Был момент того, что я видела мироздание, как, знаете, в таком, как будто его заковали в какие-то железные тиски такие со всех сторон, чтобы оно типа не могло продвинуться дальше. И вот это вот подпространство закольцованного времени. Но получилось так, что как вот эта вот штука осталась там, вот это вот железные эти тиски, и осталось вот это пространство, а само мироздание, оно все-таки выскользнуло. То есть так или иначе не получилось у них это сделать. Но определенный какой-то момент того, что были сдвиги какие-то по даже не временным линиям, знаете, а каким-то пространственным моментам, они остались того, что был сбой из-за этого коллайдера. Другое дело, что они и как они хотят его сделать сейчас. Как я понимаю, что в прошлом, то есть эксперимент не удался, а сейчас они хотят этот эксперимент завершить. То есть, они уже надеются, и причем по ощущениям, то есть у них есть уверенность, что в этот раз все выйдет. Естественно, что это момент, опять же, я говорю, матричных алгоритмов. То есть и здесь мой посыл в чем? В том, что этот алгоритм надо сломать. Потому что так или иначе, если он сработает, я не думаю, что это как-то повлияет особо на то, что мы находимся уже в четверке и вылетаем. Они, по сути, знаете, они как отрезаны от этого знания. То есть у них есть определенный момент того, что они просто работают по своим заданным программам, да, можно сказать. Но то, что это может как-то повлиять, немного дать сбой на то, что мы здесь проходим. То есть не очень хорошие моменты может вызвать. Поэтому тут вся соль в том, что вот эти вещи, которые они попытаются 22.02 запустить, их надо запретить. Запрещать и эту матрицу, то есть этот алгоритм матричный, и про запуск коллайдера в том числе, и вообще на все их планы, которые они попытаются с 22 числа запустить, четкий запрет. Это, знаете, это как какое-то обнуление или что-то они попытаются. Образами очень сложно передать, потому что это больше на грани ощущений идет. То есть момент того, что они хотят, то есть уже у себя там официально, где-то у себя там, сделать официальный момент перехода типа на новый вот этот мировой порядок. Они его запланировали именно на вот конец февраля. И вот этот момент запуска, то есть когда они официально у себя там где-то объявят, я не знаю, как это, это закулисно, да, то есть они типа как запускают вот этот алгоритм, новый алгоритм вот этой матрицы. И типа если мы берем именно какой-то момент тонкопланового просмотра, то это вот выглядит как обнуление какое-то. То есть как будто они все старое обнуляют и делают какой-то, знаете, вот как заново запускают то, что они уже запускали. То есть это как будет вот реальный возврат в прошлое. Возможно, это когда был
именно вот этот климатический коллапс, который они устраивали 300 лет назад, да, при помощи определенных сил, когда они загнали все человечество вот в это вот положение, вот в эту кабалу. Тут они, как знаете, второй этап или что-то типа того. И опять же возвращение к животному. То есть они хотят обнулить духовный момент и момент второй фазы, запуска второй фазы какого-то вот этого вот механизма, опять же, полного обнуления и прихода к чему-то очень нехорошему. К чему-то очень нехорошему в плане их именно... Тут даже дело не в трансгуманизме. То есть трансгуманизм это как вторая стадия. А есть еще третья. Третья самая страшная какая-то. Но это опять же на многие года, понимаете? То есть это такой процесс длительный, но тем не менее. И вот эту вторую фазу, то есть надо им просто обломать. Что они не смогут этого сделать. Они не запустят это все. Ни на каких уровнях. То есть полный четкий запрет на все эти планы, на все вот это вот. Потому что оно у них уже рушится, но тем не менее они привыкли, понимаете, эти люди, вот именно часовщики, они привыкли, что все так или иначе идет по их планам. То есть они не привыкли к тому, что человечество вообще может сопротивляться, к тому, что люди вообще могут сопротивляться. Для них нет понимания того, что вообще люди, которые ходят по улице, это нечто больше, чем просто говорящее мясо. То есть эти люди вообще в принципе не считаются. И тут они тоже, хоть они видят сопротивление, хоть у них и не получается, хоть еще что-то, но они, как бы, знаете, вот в своей вот этой вот какой-то понимании победы, что все равно будет по-нашему, потому что у нас там есть деньги, еще что-то там, и пятое, десятое, то есть они где-то там на уровне своего сознания, они даже не могут поверить в то, что человечество реально может проснуться и дать какой-то им отпор. То есть для них это что-то из разряда чего-то сверхъестественного. Поэтому если у них идет какое-то сопротивление или что-то там идет не по ним, это по большей степени, знаете, плохая работа тех кураторов, на которых они возлагают ее, и они будут на них ругаться, что типа вы ни хрена не можете, что вы не можете со стадом справиться, и все такое. Но сам момент понимания вот того, что люди, человечество могут им что-то противопоставить, у них его нет. И в этом их главная проблема на самом деле, потому что они не видят, не могут оценить какие-то вот эти моменты, знаете, слишком самоуверенный. Ну, знаете, есть поговорка, что слишком высоко взлетаешь, больно падать потом. Вот у них примерно то же самое. То есть они взлетели очень слишком высоко, и они даже не могут как-то адекватно расценить и вообще оценить обстановку. Поэтому в этом плюс, конечно же. Но то, что мы должны вот этот момент пресечь, и, кстати, да, еще раз спрошу, то есть я не особо вот в этих вот ваших эзотерических штуках разбираюсь в плане того, что вам там вещают, что нет ли каких-то вот, опять же, там моментов, связанных с 22 числом, что типа это какое-то там супер крутое число, сейчас давайте призовем волшебных инопланетян там или еще типа того, вот, принимать будем какие-то энергии и т.д. и т.п. То есть, ну, или там 2 числа, не будет ли что-то такого, не ходит ли что-то такое, потому что 2 февраля, оно тоже, оно, знаете, как момент вот именно начала запуска вот этого механизма, то есть подготовка, да, какая-то, как, знаете, начало каких-то ритуалов, потому что, ну, ритуалы я там четко видела, и это были очень нехорошие ритуалы. Опять же, повторюсь, именно 2 и момент основного запуска, то есть официальное объявление или что-то типа вот 22. И энергии от этого числа тоже идут очень нехорошие.
Поэтому учитывайте. В общем-то, вот такие дела, ребята. То, что не считалось. Я думаю, что ролик скорее выпущен вовремя, потому что, ну, лучше так, заранее, да, чем как это было за 21 числом, когда там в последний день, грубо говоря, я это все озвучила, потому что я сама, как бы, я подозревала и знала, что в этот день будет что-то не очень там хорошее делаться, но я тогда недооценила, скажем так, вот то, насколько этот день может быть пагубным, и то, насколько темные сделали на этот день ставку, потому что там были и другие дни, то есть я уже где-то расслабилась, потому что было и там Хэллоуин, который там, в принципе, вообще протек как нечто растекшейся лужицей, то есть и там много других всяческих моментов. И вот эта вот ночь кровавой луны в октябре, ну да, она прошла чуть-чуть тяжеловато, и ритуалы там делали очень жесткие они, но в принципе, как бы то, что они там прям хотели, они не получили. Вот, в декабре там тоже было 4 декабря, то, что у них они делали определенные ритуалы там, вот, которые тоже не сработали как надо. И я просто, вот знаете, на расслабоне таком я подумала, ну и там у них ничего там такого не будет, ну они уже много напланировали, да, и эти планы все пошли по одному месту. И тут как бы я просто, в принципе, расслабилась, поэтому 21 числа я, ну, не посчитала нужным, скажем так, заранее предупредить. То есть сейчас этого не будет. Потому что я как бы после этого числа поняла, что ставки растут. Эти гады шансы своего не упустят. То есть они ставку сделали на самый конец. И силы копили под самый конец. И сейчас, наверное, после всех вот этих заварушек, что 21 декабря была заварушка, что в январе в начале, да, вот 3 января там тоже начиналось. Сейчас тоже не понять, что они там периодически пытаются нападать. Лучше держать ухо востро и в этом плане приготовиться заранее в том виде, чтобы отменить это все заранее, как бы проработать этот момент с запретом, с поломкой этого механизма. Тоже заранее, чтобы уже четко знать, что ничего не получится, потому что, опять же, надеяться на то, что там это все как-то на уровне той же самой канцелярии или прокуратуры решится, ну, такая себе перспектива. Вот. Ну, вот как-то вот так, ребята. То есть, и я надеюсь, я доступно, понятно объяснила. Может быть, местами сумбурно, но я снимаю ролик. У меня, во-первых, отвлекают сейчас, а вот не дают мне его заснять, записать одним дублем, чтобы я не сбивалась с мысли, так или иначе. Вот. А во-вторых, мыслей много было по теме этого ролика, и как-то вот вышло немного, может, сумбурно донести. Ну да ладно. В общем, ребята, мое дело предупредить заранее, чтобы вы уже были в курсе, чтобы тоже не терялись, не растерялись. И вот этот момент, я говорю, что со 2 февралем, что с 22 февралем, просто весь этот период, вот, наверное, февральский период, надо отменять. Если вот вы так или иначе поняли, то есть они хотели вот этот момент февраля, то есть принести именно вот уже перевести, типа, знаете, как из одного пространства в другое. То есть это вот как новый алгоритм полностью. Там алгоритм вот этой шестеренки с двойками, он очень и очень огромный. То есть это прям повлияло бы на весь мир. Поэтому его, вот конкретно его, надо очень хорошо разломать и не дать ему запуститься. Так или иначе. И в этом, сейчас наша основная задача, да, скажем так. Ну, а я на этой ноте
Я не скажу, что она негативная, не скажу, что она позитивная, потому что планы, они всегда так или иначе могут остаться планами, да, если мы вовремя их пресечем. Поэтому новость нейтральная, это просто как то, что нужно заранее отменить, заранее уничтожить, чтобы этого не произошло. Вот такой момент. Как бы, но поддаваться панике из-за него не надо. Я говорила, то есть этот момент не может никаким образом развернуть уже там мироздание, чтобы оно пошло там, да, на попятную, но может вызвать определенный очень неприятный сбой. И этот сбой может принести определенные потери, поэтому не обратить на него внимание, это тоже неправильно. Поэтому он требует к себе внимания. И надо его предотвратить. Вот как-то вот так. Ну, а я закругляюсь, и так уже много наговорила. Наверное, опять там некоторые скажут, ой, воды там налила, еще чего-то. Ну, на самом деле я говорю так, как мне идет, так как у меня чувствует моя душа. Я вот тоже тут недавно думала, может быть, вам будет интересно заснять ролик вообще по теме того, как я вижу тонкий план, и не как-то там коротко, да, а именно рассказать вообще про то, как я вижу, что я умею вообще, может быть, вам это интересно, может не интересно, то есть пространство, да, там, как я там в эти пространства вижу, летаю там по нему, вообще вот сам процесс просмотра тонкого плана, может быть, вам интересен будет. Если интересно, то, в принципе, могу рассказать. Как бы есть желание снять такой ролик, потому что так или иначе люди просто, ну, некоторые не понимают, что такое вообще тонкий план, как это выглядит, еще что-то. Ну, понятное дело, тонкий план — это такое понятие расплывчатое. А что конкретно это из себя представляет, ты, когда этого не видишь, не чувствуешь, не знаешь и не понимаешь, да, о чем идет речь. Я тоже говорю весьма, допустим, в интервью я когда рассказывала об этом, я говорила весьма поверхностно об этом и как бы не углублялась особо. Поэтому, если интересно, я расскажу, конечно. И, может быть, кому-то будет интересно понять, опять же, что когда он услышит то, как я, допустим, вот, ну, расскажу, да, что такое вообще считывание тонкого плана, как это выглядит, и не просто считывание, да, тонкого плана энергии, а и выход на тонкий план, то есть просмотр, да, тонкого плана. Может быть, кто-то для себя поймет, что он видит тонкий план, так или иначе, а это момент осознания того, что ты что-то можешь, ты что-то умеешь, и то, что ты видишь, это не просто глюки какие-то, которые ловит твое сознание, нафантазировал там себе. Это действительно вот оно, и это тоже, я думаю, очень важно для многих. Ну а на этой ноте я, наверное, закончу ролик. Всем пока-пока. Я вас всех люблю, обожаю, и вы самые замечательные у меня.